В этом видео я расскажу вам, как правильно торговать концепцию Smart Money. Расскажу вам основные элементы, мы сможем это поторговать. Но перед этим я хочу сказать, пожалуйста, выбросьте из головы все, что вы знаете про Smart Money, где-то вы увидели про Smart Money, услышали и так далее. Потому что в русскоязычном сегменте концепция Smart Money это не то же самое, что и в оригинале. К сожалению, русскоязычные трейдеры услышали звон, но не понимают, где он, сложные термины, и плюс отсутствие опыта, видимо, сказалось, иностранный язык, и в итоге получилась совершенно другая концепция, нежели в первоисточнике. Сегодня я буду вам рассказывать элементы, которые даны в первоисточнике. Основным элементом на рынке у нас всегда является спрос и предложение. Пока в рынках доминирует спрос, цена будет расти. Пока в рынках доминирует предложение, цена будет падать. Дисбаланс спроса и предложения приводит к росту либо к падению цены. И по этой причине, если вы хотите понять, куда дальше пойдет рынок, вам всегда нужно задавать себе вопрос. Где будет больше всего денег? Где будет? Это вот самый главный вопрос, который вы должны себе задавать. Я понимаю, что он для вас сейчас не представляет никакого, в общем-то, интереса. И вы особо не понимаете, где будут находиться деньги. Давайте вот приведу такой пример. Вот у вас растет рынок. Поскольку рынок растет, в него начинают заходить покупатели. Каждый последующий минимум-максимум становится выше предыдущего. А значит, тот, кто открывает график, например, вот здесь, видит, что в прошлом люди зарабатывали на покупках. И, разумеется, человек начинает думать, ага, если раньше люди зарабатывали на покупках, я точно так же сейчас буду покупать и тоже заработаю на покупках. В итоге в рынках у нас образуется очень большой перекос в сторону покупателей. И теперь будем задавать себе вопрос, а где здесь будут находиться деньги, как вы считаете? Вот здесь? Дальше, на покупку. Большинство участников рынка уже и так зашло в позицию, да, на покупку. А капиталы, это, понятное дело не резиновое. И цена уже очень сильно выстрелила наверх, да, то есть она выросла до этого момента. Цена, уже очень дорого находится. Кто здесь будет покупать по самым верхушкам? Ну, кто-то, конечно, купит, но явно их будет меньшинство. А где будут основные деньги? Логично, что они будут находиться вот здесь. Почему? Потому что как только рынок пойдет вниз, участники, которые покупали вот здесь по верхушкам, вот здесь по верхушкам, у них же будет большой минус. Они начнут массово выходить из позиции, вследствие чего рынок сделает у нас новое движение вниз. В этот момент те, кто покупали гораздо раньше, видят, что от них уходит, рынок начинает фиксировать точно так же. И цена у нас снова падает вниз. И цикл повторяется. Так будет продолжаться до тех пор, пока все, кто не продал, не продадут. И не появится новое место, где будут находиться деньги. То есть в нашем случае наверху. Примерно по такому алгоритму растет либо падает цена постоянно. Именно по этой причине, когда вы, например, смотрите на график, понимаете, что в рынках находится тренд, заходите дальше по этому тренду, рынок разворачивается, выбивает вас по стоп-приказу, и рынок четко разворачивается от вашей позиции, как будто бы ваш брокер торгует против вас и намеренно рисует вам котировки. Здесь вы, грубо говоря, купили, рынок после этого развернулся. Здесь вы продали, и рынок после этого тоже развернулся. В концепции Smart Money такие места называются пул ликвидности. Ранее, когда еще не было концепции Smart Money, мы это называли место скопления стопов. Давайте я запишу место стопов, то есть место, где будут массово исполняться стоп-ордера. Всего существует несколько мест, где это происходит. Первое – это фигуры технического анализа. Нетрудно догадаться, что когда вы видите, например, двойную вершину, участники рынка тоже ее видят. Где будут находиться у участников рынка стоп-приказы, которые торгуют двойную вершину? Вот здесь. Тоже относится и к другим различным фигурам. Например, это фигура флаг. Вот здесь будет находиться ликвидность. Это фигура голова с плечами. Вот здесь будет находиться ликвидность. Это, например, треугольник. Вот здесь будет находиться ликвидность. Фигура огромная масса. Нет смысла каждую разбирать. Я рекомендую здесь вам купить любой учебник технического анализа, либо скачать его. Есть учебник под названием «Швагер», курс по техническому анализу. Можете его скачать и посмотреть, там куча этих фигур, и вы примерно понимаете, что за каждой фигурой есть соответствующий пул ликвидности. Второе место – это наклонки, а именно за наклонками. У вас есть наклонная линия, вот здесь еще это называется трендовая линия. Нетрудно догадаться, что пул ликвидности будет находиться за трендовой линией, то есть вот здесь. То же самое и относится к движению вниз, да? Пул ликвидности у нас будет находиться вот здесь. Третье место – это уровни поддержки и сопротивления. Они могут быть представлены как, например,
одним шипом большим. Например, увидели свечку с огромным шипом. Вместо этого шипа, выше этого места будет находиться пул ликвидности. Также и обычные классические уровни поддержки и сопротивления. За этими уровнями будет находиться пул ликвидности. Если в рынках находится крупный игрок, и он захочет загрузить свою позу, он просто вынужден будет пойти в пул ликвидности, по-другому никак. Потому что подумайте сами, у вас большая позиция, вы крупный участник рынка. Чтобы вам зайти в рынок, у вас есть два варианта: рыночный ордер и лимитный ордер. Если вы зайдете по рынку, рынок вас размажет по стакану. Вот здесь я оставлю ссылку в подсказках. Она приведет вас на мой пост в Телеграме, где я запампил акцию, фьючерс на акцию на 24%. И тогда у меня было дичайшее проскальзывание на сумму 500 000. У крупного игрока та же самая проблема. Также невозможно, например, загрузить свою позицию просто лимитным ордером. Например, он поставил лимитный ордер, цена сюда подошла, улетает от его ордера и все, привет. Поэтому он вынужден что-то выдумывать для того, чтобы загрузить свою позицию. Зачастую в рынках появляется следующая формация. Рынок у нас растет, либо падает, если это пример зеркальный. Здесь, допустим, в рынке появляется крупный участник. Крупный участник хочет зайти в покупку. Он выставляет свой большой лимитный ордер. Цена не может его поглотить и начинает разворачиваться в обратную сторону, начинает улетать. Причем это движение носит импульсный характер с пробоем последнего максимума. В Smart Money это называется imbalance. Это также можно назвать просто импульс. В классической торговой стратегии Smart Money нет определенной градации, сколько здесь должно быть свечек в этом импульсе. Однако русскоязычные трейдеры говорят, что здесь должно быть 3 свечки. Могу вам сказать по опыту, я не хочу сейчас пытаться спорить, кто прав, кто виноват. По опыту могу сказать, что важно просто увидеть большое движение. Оно может быть сформировано 3 свечками, как об этом говорят российские трейдеры. Также может быть сформировано 1 свечкой, как об этом говорят западные источники. Важно увидеть, что у вас было разжатие, что рынок действительно сделал хороший импульс. Это дает в конечном итоге торговую ситуацию. При этом этот импульс не должен быть закрыт, то есть здесь не должно быть теней у свечей. Допускается появление небольших хвостиков, то есть совсем чуть-чуть, но перекрытия полного быть не должно. В этот момент обычно из-за того, что рынок очень сильно выстрелил, в рынок приходят продавцы. Свеча перед имбалансом, в нашем случае медвежья свеча, формирует так называемый ордер-блок. Ордер-блок представляет из себя место, где крупный участник рынка заходил в позицию. Чтобы поставить ордер-блок, необходимо выделить всю свечу целиком, от хая до лоя. Однако, если свеча была очень большая, в нашем случае можно выделить, например, вот здесь вот только хвостик. Это если предмер в нашем случае бычий. Если, соответственно, медвежий, выделяем хвостик вот здесь сверху. Если и хвост очень большой, то в таком случае мы можем посмотреть, например, по телу. Если и тело большое, тогда мы можем поставить по ближайшей свече. Например, следующая свеча здесь была вот такая, мы ставим по ближайшей свече. И тем самым уменьшаем нашу область. После того, как рынок улетел, обычно происходит фиксация со стороны покупателей. В рынках образуется у нас область поддержки, локальная область поддержки, за которым находится пул ликвидности. Зная об этом, крупный участник рынка буквально немного делает движение. В итоге участники рынка начинают выходить по стоп-приказу, а в этот момент крупный игрок подкидывает свои лимитные ордера, тем самым загружает свою позицию. Цена доходит до ордер-блока, и поскольку ниже ордер-блока находится область убытка со стороны крупных денег, соответственно, основную массу денег крупный игрок вливает вот здесь. Тем самым рынок разворачивается. Ордер-блок торгуется всего лишь 1 раз. Это означает, что в следующий раз, если сюда рынок подойдет, мы его брать уже не будем, потому что он отработал. Ордер-блок ставится на высоком временном интервале. В оригинальной концепции Smart Money ордер-блок выстраивается по 4 часам, либо по дневке. Однако сейчас зарубежные трейдеры используют ордер-блок также и на часе, и на 2 часах, и на 15 минутах и так далее. Однако, если вы неопытный, если у вас еще нет много опыта, используйте 4 часа или 2 часа. Это позволяет вам находить места более-менее конкретные, в которых не было рыночных шумов, ведь имбаланс может быть сформирован рыночным шумом.
Например, кто-то здесь делает большую позицию, рынок стреляет, вы думаете, что это имбаланс, а это просто кто-то купил позицию. А на крупных таймфреймах, понятное дело, большие движения создаются именно большими капиталами. Даже если это произошло случайно, все равно это сильно влияет на рынок. 4-2 часа в принципе идеально, если вы начинающий. Нашу точку входа необходимо искать на небольшом временном интервале. В нашем случае либо 15 минут, либо 30 минут. Здесь мы определяем конкретную точку входа. В оригинальной концепции Smart Money рынок торгуется просто в отскок в касание. То есть вы здесь выставляете свой лимитный ордер и заходите. Дело в том, что здесь нужно сделать поправку. Оригинальная концепция Smart Money торгуется на американской фондовой бирже. Там реально в касание можно заходить. То есть на Америке можно находить бумаги, где реально копейка в копейку будет работать. К сожалению, вы будете торговать 100% либо крипту, либо Форекс, либо российский рынок. Здесь такие варианты не прокатывают. Поэтому идеально на небольшом временном интервале смотреть сигнал. Это не по концепции Smart Money, сразу говорю. Но это в логике тех рынков, с которыми мы сталкиваемся. Что может быть с сигналом? Сигналом чаще всего является V-образный разворот. То есть вот у нас область ордер-блока, происходит такое движение. Либо появление пин-бара, например. Да? Либо появление вот такой модели снижения волатильности с последующим импульсом. Либо появление хвостов. То есть несколько свечей с хвостами. Важно увидеть перехват инициативы, когда у вас рынок идет вначале в одну сторону, а после этого разворачивается в другую сторону сильно. Причем в идеале вот здесь увидеть сжатие, как вот здесь. Сжатие указывает на наличие лимитных ордеров. Вот здесь я оставлю ссылку, которая приведет вас на механику рынка. Вы посмотрите этот вебинар, будете понимать, почему именно должно быть сжатие. То есть это не потому, что я выдумал, да, или где-то прочел, а потому что рынок по-другому не работает. Здесь обязательно должно быть сжатие. Я вас попрошу, пожалуйста, сфотографировать то, что я сейчас здесь нарисовал. Сделайте либо скрин, либо сфотографируйте. Вот концепция Smart Money, концепция ордер-блоков, она примерно подобным образом выстраивается. Разберем такой пример. До этого рынок рос, сформировал максимум, после этого откатил. Далее рынок сформировал новый максимум ниже предыдущего, тем самым показал, что рынок перекуплен, и покупатели не готовы покупать по новым ценам. После этого происходит движение и происходит импульс, то есть имбаланс. А значит, на корне этого импульса находится ордер-блок. Также это движение повлекло за собой слом структуры, а именно рынок до этого шел наверх, у нас был бычий тренд. Теперь рынок у нас идет вниз, у нас медвежий тренд. Выделяем прямоугольником от хая до лоя этой свечи наш ордер-блок. Мы пришли на 15 минут, теперь нам необходимо искать точку входа. Пока еще сигнала не последовало. И вот появление нашего сигнала в зоне касания ордер-блока. Я подниму уровень, чтобы вам можно было разглядеть. Появляются небольшие свечи с последующим движением вниз. Вот происходит стадия сжатия, а вот стадия разжатия. Здесь появляется у нас точка входа. Тейк-профиты можно брать локальные, но тогда и стопы у вас будут локальные, либо можно брать глобальные. В оригинале мы можем здесь зайти в продажу и при этом стоп-приказ поставить за ордер-блок, то есть в нашем случае вот сюда. А ближайший тейк-профит мы можем поставить по следующему ордер-блоку, не закрытому. В нашем случае следующий ордер-блок находится вот здесь. Вот у нас следующий ордер-блок по той же самой логике. Вот он. У нас произошел имбаланс. Вот он, имбаланс. С последующим пробоем нового максимума. Далее вот у нас здесь появился ордер-блок. Соответственно, наш take-profit мы можем поставить примерно в эту область. Прошу обратить ваше внимание, если мы снова перейдем на 15 минут, здесь рынок формировал локальную область сопротивления. Вот у нас область сопротивления. За ней находился пул ликвидности, которую крупный участник съел и после этого дошел до ордер-блока. То есть та схема, которую я рисовал, полностью здесь подтверждается. И вот мы дошли до нашего take-profit. Тот факт, что рынок дошел до нового ордер-блока вот здесь, это закономерно, то есть это не случайно, это не подгадывание истории, это закономерно, так и должно было быть. То есть было бы странно, если бы это не произошло. Что ж, можете это использовать, теперь вы знаете, как выстраивать ордер-блоки и также знаете, как это использовать в своей торговле. Я еще порекомендую вам пройти наш курс обучения, посвященный Smart Money концепт.
вы получите концепцию Smart Money в том виде, в котором она пришла к нам с Запада, в неизмененном виде, правда, с адаптацией. Мы вместо сложных терминов в виде там high, high low, discount, premium zone, charge, boss и так далее, BFO structure там, или, например, break of market structure, например, да, BMS так называемый. Будем использовать обычные нормальные слова так, чтобы вы понимали, как это вообще в целом использовать, чтобы вас банально в этом не путать. Ровно как имбаланс будем называть дисбалансом и так далее, чтобы банально вам голову не сломать. Но при этом саму суть, саму концепцию мы будем передавать полностью так, как она к нам пришла из Запада. Вы увидели прекрасно, что эта концепция довольно неплохо работает, и неудивительно, что она на Западе стала очень популярной в 2022-2023 году. Я думаю, что многие элементы из этой торговой стратегии вы сможете использовать и на своем торговом счете, что-то применять, что-то, возможно, где-то приметить. Например, ордер-блоки, они реально довольно неплохо работают, то есть их реально можно довольно неплохо использовать. Не в каждом случае, безусловно, есть сложные входы, но на этот случай есть стопы, но в них есть логика. И самое главное, они объясняются механикой рынка, они объясняются крупными деньгами. И по этой причине вы можете это использовать и применять в своей торговом счете. И самое главное, будете это применять и не ломать себе голову. Вы даже не представляете, насколько сильно русскоязычные трейдеры исказили концепцию Smart Money. Это просто какой-то капец. По этой причине вы смотрите другие материалы, не мои, например, по концепции Smart Money, там и другого какого-то блогера, у вас голова взрывается. Это не просто так, поверьте, это не потому, что вы какие-то глупые, тупые, там, не понимаете что-то, это или у вас опыта нет, или еще что-то. Это не по этой причине. Просто вам дают такую концепцию, которую люди сами не понимают, сами на ней не зарабатывают. Ну и, конечно, естественно, поэтому у вас и ломается голова из-за того, что куча разных элементов, которые сами авторы не понимают, вас это путает. И сами вот эти постоянные противоречия друг другу в одном, в другом ролике, естественно, у вас голова взрывается. Это неудивительно. У нас такого нет, и, в общем-то, в оригинальной концепции Smart Money такого тоже нет. Я желаю вам это использовать, используйте и зарабатывайте. Счастливо!